Приветствуем вас, друзья! Сегодня нарисуем лягушку. Веселую, зеленую, яркую, поющую лягушку. Лягушки относятся к земноводным. Это значит, что они могут жить на земле и в воде. Правда, малыши появляются только в воде. Мама, лягушка-самочка, откладывает в воду икринки. Из икры появляются быстрые юркие головастики, которые превращаются в маленьких лягушат. Удивительно! Лягушки прекрасно умеют плавать и прыгать. А как они поют, вы только послушайте. Лягушек можно встретить везде, кроме пустыни и Антарктиды. Родственники лягушек очень разнообразны. Форма, строение тела, окрас, размер – все зависит от среды обитания лягушки. Она очень приспосабливается и маскируется к среде обитания, чтобы быть незаметной или наоборот отпугивать своим окрасом. Некоторые экземпляры такие необычные, похожи на пришельцев с других планет. Природа удивляет своим богатством и разнообразием видов животных и растений. Нам нужно все это сберечь. Лягушка поет, просит, чтобы мы ее нарисовали. Давайте приготовим материалы и начнем. Нам нужна бумага, гуашь, кисти, карандаш, вода и палитра, салфетка. Приступаем. Простым карандашом, легкими линиями сделаем набросок лягушки. Нарисуем голову, это овал, туловище и ножки, вверху 2 круга. Это будут глаза лягушки. На палитру выкладываем гуашь. Белую, зеленую, светлую, темную, желтый цвет нам пригодится. Смешиваем краски, белила и зеленый цвет, немножко желтого. И рисуем голову, туловище, ноги. Наша лягушка будет сидеть на кочке. Я рисую ее охрой. Соседние кочки будут чуть зеленее. Вы можете нарисовать лягушку, сидящую на листочке кувшинки или в воде. Это как вы захотите. Зеленым цветом заполняем голову лягушки. Широкой кисточкой хорошо прижимаем ворс к бумаге. Делаем широкие, уверенные линии. Животик лягушки делаем посветлее. Смешаем зеленый цвет с белилами, немножко добавим желтого, получится нежный салатовый цвет. Заполним цветом ножки, они будут потемнее, как туловище и голова. Нарисуем пальчики задних лапок. Вверху 2 круга. Это глаза, контуры туловища немножечко сделаем контрастнее, более выраженным темно-зеленым цветом. Белилами заполняем внутреннюю часть глаз лягушки. Только не торопитесь, не спешите, дайте зеленой краске высохнуть, чтобы зеленая и белая краска не смешивались. Темно-зеленым цветом рисуем передние лапы лягушки. Не забудем про пальчики с перепоночками. Темно-зеленым цветом усилим контур очертания тела лягушки, чтобы было более выразительно. Задние лапы лягушки очень хорошо развиты, помогают ей прыгать. Самая большая в мире лягушка Голиаф весит от 3 до 6 килограммов, а длина ее прыжка достигает 3,5 метров. Красным цветом нарисуем улыбку. Еще раз белилами покроем поверхность внутри глаза, чтобы они были ярче. У меня все-таки смешался зеленый и белый цвет.
Рисуем травы разные, высокие, низкие, наклоненные. Можно нарисовать вот такие зонтики. Я рисую их кончиком кисти. Изучайте возможности кисточки. Она может рисовать и тонкие, и широкие линии. Не забывайте менять воду. Травы бывают разные, с метелками, с зонтиками, с колосками, с декоративными красивыми листьями. А если пофантазировать, можно нарисовать волшебные, невиданные еще на этой земле травы. Пробуйте, фантазируйте. Смело экспериментируйте с цветом. Отпустите свое воображение на свободу. И вы удивитесь, какие интересные решения к вам придут и какие удивительные травы появятся в вашем рисунке. Рисуйте, пробуйте, обязательно поделитесь с нами вашими находками, присылайте нам свои рисунки. Художники творческой студии «Живые краски» очень любят, когда вы делитесь своими рисунками. Мы их рассматриваем, обсуждаем, радуемся, что вы рисуете вместе с нами. Хочу поделиться с вами еще одним секретом. Оказывается, зрение лягушек устроено уникально. Они могут одновременно смотреть вверх, вперед и вбок. Представляете? Ватной палочкой украсим верхушки зонтиков, нарисуем голубые, синие, фиолетовые цветы. Второй зонтик будет оранжевый, в метелку добавим еще цвет. Рисуем разные травы и, конечно, камыши. Там, где лягушки, там всегда влажно. Как правило, рядом находится пруд, река, озеро или какой-нибудь другой водоем. Нарисуем еще траву, чтобы наша лягушка спряталась, чтобы ей было комфортно и безопасно. Как вы думаете, кого может опасаться лягушка? Черным цветом внутри глаза нарисуем зрачки. Ватной палочкой разными оттенками зеленого цвета поставим точки на коже лягушки, поможем ей замаскироваться в траве. Не забудем поставить в глазах блики. А еще нарисуем подружек лягушки, нарисуем стрекоз. Стрекозы веселые, легкокрылые, прилетели к лягушке рассказать ей все новости, которые происходят вокруг. Вот такая получилась история, картинка-история, веселый рассказ. Вы можете придумать свою историю, даже сказку. Про лягушку, кстати, существует очень много историй, сказок, мультфильмов. Вспомните, в каких сказках можно встретить лягушку. Напишите нам. Сравним, сколько историй и сказок про лягушку знаете вы, а сколько знаем мы. Добавим последние штрихи, элементы, и рисунок будет готов. Лягушки довольны, радостно квакают и приглашают вас в нашу студию, творческую студию «Живые краски». Посмотрите, как рисовали лягушек наши ребята. Тебе. У меня яблоко. Ква, ква, ква. Можно не мыть и макнуть в синюю, да? Да. Друзья, рисовать лягушек очень весело и интересно. Обязательно попробуйте. Мы приглашаем вас к творчеству. Рисуйте и творите вместе с нами.
Дарение 25. Смотри, как прикольно получилось. Странами. Иногда слизь лягушек используют даже в косметике. Я желтобрюшка. Лягушка есть такая желтобрюшка. Лягушка очень далеко прыгает, и еще она клокает вот так. Мы благодарим всех гостей нашего канала, всех, кто подписался или кто просто смотрит наши занятия. Нам очень приятно, когда вы пишете комментарии, когда вы ставите лайки, присылаете свои рисунки. Спасибо вам большое. Мы их очень ждем. Посмотрите, как стараются наши художники. У меня джентльмен. И вон там еще. Я коричневого возьму, а мох хочу сделать. Мы сегодня рисовали лягушек. Получилась веселая, дружная, квакающая компания. До чистоты вытирает. Вытираемся до чистоты. Видите, как все блестит? Сколько сегодня зеленого цвета. Он главный, любимый цвет лета и любимый цвет веселых лягушек. Друзья, благодарим вас за внимание. Спасибо, что вы рисовали вместе с нами. Не забудьте подписаться на наш канал. Поделитесь этим видео с друзьями. Рисуйте всегда вместе с нами. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить нашу следующую встречу. И, конечно, ставьте лайки, пишите комментарии и ваши пожелания, присылайте свои рисунки, делитесь своим творчеством и идеями. Мы не прощаемся, а говорим вам до свидания. До новых встреч, друзья!